Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами на обзоре сразу 4 сорта ЖТСА. Желтый, белый, розовый, 2 в одном. Итак, давайте приступать. Начнем мы с 2 в одном. И заодно сравним его и с белым, и с желтым. Итак, значит, почему 2 в одном, надеюсь, вам видно. У него есть розовая сторона и белая сторона. Это вот такое ощущение, что это просто 2 сорта в одном. Он так и называется. Еще его называют полосатик. Вот такие вот кусочки есть. Есть вот такие кусочки еще. Ну вот. Розовый и белый. Ну, сейчас мы сразу с вами попробуем. Так, где-то у меня здесь есть маленькие кусочки. Как вы знаете, все ЖТСА очень и очень плотные. Так что откусывать нужно от маленьких кусочков. Плотный, хрустящий, чистый сорт. Сейчас попробуем белый сразу. Угу. Один в один. Вкус светлой стороны ЖТСА 2 в одном и белого одинаковый. Я так думаю, что этот сорт это слой посерединке между белым и розовым, который либо их соединяет, либо как, ну, потому что вкус белой стороны и ЖТСА белого один в один. Вкус бетонно-побелочный у белой стороны. Ну, давайте пробовать розовую. Угу. А вот у розовой, так сказать, стороны уже есть легкая земельная нота. Такой пыльно-меловой побелочный с легкой земельной нотой. Эти сорта чистые. Насчет желтого не знаю, еще не пробовала. Не скрипят, хорошо хрустят. Очень плотные. Давайте попробуем здесь розовый. Угу. Розовый мягче, откусывается легче, чем у розовая сторона у 2 в одном. Вкусы отличаются. Угу. Значит, здесь розовая сторона плотнее по структуре, а здесь она рыхлее. Откусить ее легче. Угу. Видать, пласт другой. Давайте я пишу здесь розовый вкус. Розовой стороны, так сказать, вкус. Угу.
розовая сторона пыльно-меловая с легкой нотой влажной земли. Угу. Переходим. ЖТС розовая. ЖТС розовая. Вот я вот специально оставила такой большой кусочек вам показать. Вот такая вот она. Интересная. Давайте пробовать. И по цвету она отличается. Вот видите, этот больше коричневому оттенку, этот прям розовый. Прям кирпичного. Ну, сейчас мы от этого кусочка откусим. Структура рыхловатая. Вот такой даже кусочек есть. Вкус такой побелочный и мокрой пыли, и мокрой земли. Ничем не отличается, только цветом. Не залипает абсолютно. В отличие от 2 в одном в ирисочку тугую такую. А розовая просто растворяется. Структура слегка суховата. То есть отличается по структуре. Но и попадался мне розовый ЖТС именно вот такой структуры, плотный, который залипает. Но я говорю, все зависит от пласта. Этот рыхлый пласт попался мне. Так, ЖТС белая. ЖТС белый попадаются и темно-серый, и белоснежно-белый, вот с такими разводами розовыми. Похож, кстати, на 2 в одном. Вот видите? Вот такие вот серенькие кусочки, это беленькие. И беленькие кусочки, они мягче, чем серенькие. Мы сейчас от всех откусим. Начнем с беленького. ЖТС белое люблю. Вкус побелки бетонный, пыльный, слегка меловой даже. Очень прикольный. Вот он прохрустел, собирается в тугую ирисочку, которая не залипает, а так, как ириска во рту себя ведет. Серые куски поплотнее. Угу. И в серых кусках больше вкус бетона присутствует. Такого мокрого. Люблю ЖТС белый.
Абсолютно чистый, с хорошим вкусом. Очень приятный вкус. Знаете, когда стройка идет, бетонные плиты, а вот если дождь пойдет, от них мокрым бетоном пахнет. Вот такой вкус. Причем у серых кусков. У белых кусков это больше побелка меловая. Очень люблю ЖТС белый и в таком виде, и в печеньях. Мы сейчас еще, знаете, что сделаем? Я возьму вот этот кусочек, намочу его. Так. Вот сюда мы его положим. Пока я вам описываю, пока мы хрустим, он впитает в себя влагу и станет мягче. В общем, обалденный сорт, который я очень люблю. Сейчас попробуем от такого кусочка. Угу. А от такого уже сложно откусить. Угу. Вот один в один вкус у ЖТС 2 в одном. Вот белая сторона один в один. Это ЖТС белый. Кто хочет попробовать сразу два вкуса, ЖТС белый и ЖТС розовый, возьмите два в одном. Угу. Вот ничем не отличается. Один в один вкус. Абсолютно одинаково. Также ведет себя во рту, в тугую ириску. Так, ну давайте приступим к ЖТС желтому. Он действительно горчично-желтого цвета. Вот такие вот фиолетовые вкрапления встречаются иногда. По структуре похож на ЖТС розовый. Тоже чувствуется, что рыхловатый. Давайте пробовать. Очень плотная структура песочного печенья. Угу. Видите? Очень рыхлый. При укусе сухой.
откусила, он развалился. Сыпется весь. У ЖТСА желтого песочная структура, вкус каленого песка и акварельных красок. Больше ничего не чувствую. Ну, в принципе, что первый раз он мне не зашел, что сейчас. Взяла его маленько, сделаем из него пасту, посмотрим, какой он в пасте. Ну и давайте пробовать. Влажный. Ой, смотрите, как он. Аж потрескался. Видите, он очень мягкий встает. Сейчас попробуем. Угу. Не до конца еще воду впитал, но влажный. ЖТСА белый имеет обалденный вкус сырости и мокрого бетона. Очень обалденно получается, когда ЖТСА смочишь. Вот у меня есть идея, я хочу взять по кусочку все сорта ЖТСА, которые у меня есть: фиолетовая, сулу, северное сияние и вот эти все, загадка. Смочить их, чтобы они впитали в себя воду, и попробовать их в таком виде. Ну, получается просто обалденно. Комфортные для зубов встают. И вкус намного ярче. Так, подведем итоги. Значит, из всего этого ассортимента, конечно, ЖТСА белый и ЖТСА 2 в одном мне очень понравились. Не понравилась структура розового, потому что она одинаковая с желтой. Рыхлые какие-то, какой-то пласт рыхлый мне попался в этот раз. Он бывает намного плотнее. Их мы пустим на пасту, на печенье. Ну, а это мои любимки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.